Это повесть об одной простой женщине, об очень простой женщине и ее детях. Начинать эту историю надо издалека. Шла гражданская война. Был тогда Евдоким Чернышов молодым человеком. Долгая война была. Пронесла Евдокима от Урала до Карпат, с Карпат в Питер, из Питера во Владивосток. Что хочешь было на этом пути. Станции, площади, деревни, госпитали, болота. И вот в походах и странствиях, по ночам на бездомных привалах, стал он мечтать о будущем своем семейном гнезде. Нас у родителей было 11 душ. Да мать, да отец. Никаноров, командиру. Чтобы за стол не садилось 13 человек, выписали из деревни бабушку. 14. Бывало, возьмут слепить пельмени. Деваться некуда. На столах пельмень, на кроватях пельмень, на подоконниках, на лавках. Молоко к столу подавалось в ведре. Слыхал, ведро. И для себя Евдоким строил в мечте такой дом. Строил и украшал. Нес в этот дом заработанный хлеб и гостинцы. Светлые детские головки окружали большой стол. Светлая женщина господствовала у большой печи. Жена должна быть аккуратистка. Всегда чисто убранная. Помощница должна быть. Советчица. Детишки ласковые. Вот покончим с беляками. Обеспечим России жизнь. Вернемся к своим местам. Евдоким вернулся к своей кузнечной специальности. Шел 22-й год. Жизнь в стране помаленьку устраивалась. Юность Евдокима прошла, он стал солидным, о пустяках говорить не любил. Что? Женатый Чернышов? Нет еще. Никак не женим. Чего? Все, видишь ли, найдет по душе. Парень он, конечно, основательный. И жену ему надо подходящую. Чернышов, да. Постой. Зашел бы вечерком. В шашки играешь? Играю. Ну вот, иди, в шашки сыграем, чайки попьем, граммофон заведем. Вот и много свободы, а у чайки крыло перебри. Ну что это выстрел? Дочка моя, хозяйка моя, 10 лет вдовею, все хозяйство в доме ведет. Угощайте, гости папаша. Теперь надо думать, скоро замуж пойдет. Такая нечто в девках засидится. Она замуж пойдет, и я женюсь. Тоже имею на примете. Плохо без хозяйки в доме. Ни прибрать, ни принять. Евдокия! Евдокия! А горчицу подай. Да ты бери, бери студень-то. Она у меня мастерит студень варить. И наружность ее понравилась ему, и домовитость, и имя поразило. Он Евдоким, а она Евдокия. Судьба. Пока он странствовал, воевал, мужал,
Для него безвестно, скрытно, как лесной цвет под лиством, подрастала эта белолицая Евдокия. Это ее, стал быть, он дожидался. В шашки играешь? Играю. Зашел бы вечерком как-нибудь. В шашки сыграем, граммофон заведем. Ну что ж, зайду. Вон. Вот что, Дуня. Эх ты. В жизни все бывает, это запомни, Евдоким. Все в жизни бывает, и обижаться не надо. Когда свадьбу сыграем? Вы не тяните, Валенко, играйте скорее. Прежде чем свадьбу играть, хочу дом поставить. Где? Горсовет даст участок. Что, сам будешь ставить? Так это долгое дело. У меня в деревне, блин, и 4 брата. Позову, приедут, пособят. Братья приехали и построили дом. Свадьбу справляли в доме Авдеева. Хозяйничала теперь Софья, будущая мачеха Евдокии. А ты чего не веселишься, А она у меня дикая. Ведь у людей дети как дети, а у меня бог с ней, как волчонок. Вот по хозяйству помочь не допросишься, а читать где-то научилась. Ну, кого научилась читать-то? Говори. Не скажет. Хоть пополам ее перережь, не скажет. Ну, ты скажи. Съешь, Наташа, сладко. Ты какие дома? На базар пошла. Ну, потом зайду. Дрожжей думала занять. Что, сосед, хочу спросить. Тебе-то уж верно известно. Ахмед совсем уехал, что ли? Какой Ахмед? Ну, неужто не знаешь Ахмеда? Такого хорошего человека и не при дворе был. Ахмед татарин, из бакалейной лавки приказчик. Зазноба Евдокиина. Гуляла с ним. Что ж не поженились-то? Так татарин. Отец воспретил ему, рассерчал и услал куда-то Ахмед. Значит, сейчас его нет, Ахмед? Нету, сейчас нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Обманом взяли. И как же это не предварить? Что порченый, что детей не будет. Не может она детей иметь. Спортила себя. Ну, я пошла. Вот оно как. Вот, значит, как. Можно, конечно, развестись. Советская власть никого силком не принуждает жить.
Можно оставить при себе, держать в унынии, источить попреками. Ты, мол, несчастный, обманом меня взяла. Точить и точить, чтоб стал тоньше спички. А этого он и не умеет. Это так вообразилось. Она думала, Евдоким хороший человек, но скучно с ним. Молчит да молчит. То ли дело Ахмед. Всегда-то веселый, всегда ласковый. Сказки, бывал, сказывал, шутки шутил. Учил любовные слова по-татарски говорить. Хорош был Ахмед. Нет, не будет ему жены, кроме Евдокии, думал Евдоким. Ведь вот обманщица, а все тянется к ней душа. Ты чё? Случилось что? Дяденька Евдоким дома? Нет, а тебе зачем его? Да. Господи. Господи, горячая, да ты какая. Мамку в больницу отвезли, а папка помер нынче ночью. Я к дяденьке Евдокиму пришла. Ой. Папаш ты, папаша. И на кого ж ты меня покинул? Ой. Похоронила она старика отца, а через неделю умерла и мачеха. Страшная болезнь прошла по земле, сыпной тиф. Многих скосила. Опять ты своё. Ну как же не помянуть за упокой? Благословен Бог. Ладно, пусть покадят бабы, если нельзя им иначе. Что ж, девчушка-то теперь? У вас, значит, будет? А где ж еще? Ясно у нас. Ну, вот я тебе книжек принесу, дочка. Любишь книжки-то? Очень. Дунь! Делегатка пришла. Ой, Господи. Делегатка из женотдела неграмотных переписывает. Да ну? Да, у Марюшки была, теперь тебе идет. Училась когда-нибудь? Или совсем неграмотная? Да чему я там учился? Фамилия ваша? Чернышова. Чернышева. Советская власть поставила задачу ликвидировать неграмотность в корне. Это один из самых главных заветов Владимира Ильича Ленина. Конечно, если бы с детства учили, как сейчас учат. А какой у нее кавалер интересный? У кого? Учитель. Трудные были годы. И голод, и эпидемия, и детская беспризорность, и контрреволюционные заговоры. Все было. И все же и учились, и в санаториях отдыхали в бывших дворцах. И уже строились первые электростанции. Волховская, Шатурская. По сравнению с нынешними небольшие станции. А тогда мы говорили, гиганты строятся.
Кончай базар! Уходи! Сумочку! Самосуд затеяли. Где сумка? Ваша? Моя. Видишь, какая смешная, а? Из такой сумки губы распустили. Паразиты чертовы нефманы, готовы человеку давить за целковой. Пойдем-ка со мной, красавчик. Ладно, ладно, давай печатай. Дай умыться чертенку. Да покорми. Грязный ты какой. Весь дом зачумит. Ничего, переночует, а завтра отведу в приемник. Я холодной водой не могу мыться. Я малокровный. Скажи, какой нежный. Не дерись, зараза! Дяденька! Тетка дерется! Чего-чего? Вот так. Иди покушай. Тебя как зовут? Андрей. Ну, садись-ка. Откуда ты? Вон, из Самары. А, отец, мать есть. Голодовку померли. Андрей, вставать время. Заспался, брат, а? А где мое пальто? Мам, ты снимал с вешалки мое пальто? Ну вот. Ты побольше води уркагана в дом, еще не то будет. Води, води. Тебе бы догадаться, поснимать с вешалки, да попрятать. О, здравствуй. С ночевкой пришел или как? Я, тетка, больше не буду. Я тебе могу дров напилить, если хочешь. У нас зяб очень. У него ботинки отняли. А Жубейку где девал? Небось загнал? А сам он голый да босый явился. Ну, зачем говорить, когда все ясно? Чего тебе ясно? Говори, не говори, Шубейки-то все равно нет. И нельзя голого босого человека на такой мороз выгнать.
Расселся. На полу кошка ест, а человеку за столом сидеть указано. Наталья не сектас. Ну, вставай мыться малокровной. Вот, например, дети одной семьи. Брат и сестра Чернышовы. Наталья Чернышова очень способная девочка и учится отлично. Что же касается Чернышова Андрея, то учителя с ним измучились. Дерзкий, ленивый. Стараешься. Зря стараешься. Все равно твое дело какое. Подрастешь, выскочишь замуж, и все забудешь. Неправда. Не забуду. А вот и врешь. Только замуж выйдешь, сразу все из головы вон. Я не выйду замуж. Врешь, выйдешь. Мам, ну зачем он говорит неправду? Не трожь ее. Ну что ты к ней пристал на самом деле? Сам не учишься и не даешь. Иди сюда. Что делать будем? Неважно наше дело. Возьмите меня на завод. Скучно мне на парте с пацанами сидеть. И на заводе будешь так же лодыри гонять. Не буду. Честное слово, не буду. Сообщаем вам, что ваш старший брат Петр Николаевич приказал долго жить по причине грызи. Грыжи. Грызи тут написано. Читай. И оставил после себя 7 душ детей. И вдова его супруга Антонида Ильинична, сама будучи хворая, ума не приложит, что ей с этой безотцовщиной делать. Желательно было бы вашего совета, ежели будете в силе возможности приехать к нам в Блины, хотя на день, то было бы нам большое вспоможение. Да, придется тебе съездить. Антонину-то я помню. Не работница. Вечно стонет, вечно Евдоким взял отпуск и съездил в Блины. И достались ему из братова наследства 2 детей и тёлка. Да стой ты смирно. Тетенька, а почему Андрюша с Наташей вас зовут мамой? А мы с Катей, тетенька. У Андрюши с Наташей матери нет. А у вас мать жива. Наша мама нас не захотела. Ну, молод ты еще мать судить. На-ка. Катя, поди сюда. Тимур, а ты мне дашь порисовать? Потом. Ты тетеньку Дуню зови мамой. Слышишь? Слышал, Тимур. Потому что наша мама нас не захотела. Что, она плохая? Ты ее не суди, Катька. Еще молода. Ладно.
Это ты сам все нарисовал? Сам. А что, разве плохо? Хорошо. На, возьми. А не жалко тебе? Не, я сколько хочешь таких могу нарисовать. Только красок нету. Бери мои краски. Всего ничего. Только тесто. Ага. Телки у нас просторнее, чем людям. Андрей, построим второй этаж? Безусловно, построим. Вдвоем справимся? Определенно справимся. Ну. Справимся. Ну. И к ноябрьским праздникам второй этаж был построен. Пролетарская улица готовилась к праздникам. Готовилась и Евдокия. Опять навешаешь полный угол. Ну как же не вешать? Бога не ведь? Да нет его бога-то, Дуня, нету. Ну пусть так нет. Вот убавила, чтобы вас партийных уволить. Пускай уж так. Ахмед. Пусть-ка увидит кто. Иди. Джанель, как стемнеет, приходи туда, к булочной. Буду ждать. Здравствуй, моя красавица. Здравствуй, моя любовь. Я затворю. Ты что, не спишь? Ступай, ступай, простынешь. Мам, где ты была? Тише, перебудешь всех. А никто не спит. Одна Катя. Папа с Андрюшей пошли тебя искать.
Ну, ложитесь. Ну что ж вы, дурачки? Ну, ложитесь, говорю. Ну, пойдем. Мам, можно я у Наташи? Давай, Наташа. Ну, спи. Было совестно, что они, проработав весь день, ходят, ищут ее, и что дети не спят. Она хотела уговорить себя, что это ее дело. Она ведь никому никакого зла не причиняет. Не может быть такого правила, чтобы человек отказывался ради других от своей радости. Ну, никто не велит ему за мной бегать. Лежал, ты спал. Где ты была-то? Где была, где была? Товарку родильную провожала. А тебе только бегать да срамить меня. Какую товарку? Машу. Проверить хочешь? Проверяй. Ступай вон, Андрей еще с собой прихвати. Ну, ты хоть объявляй, куда уходишь. А вот я тебе и объявляю, что завтрашний вечер я опять в больницу к Маше пойду. Слышал? Не кричи. Дай детям покой. Слушай, быстрее давай, некогда мне. Скорей, скорей. Видать, Ахмед на свидание торопится. Не к прежней своей, Ахмед, а? Ладно, ладно. Давай, поторапливайся. Вам кого? Тебя. Ты зачем опять явился? Безобразничать явился? Она женщина замужняя, семейная. Ты что себе позволяешь? Что ты? Да разве я что? Знакомы были? Встретились, поговорили маленько. Не приучаю ее врать. Не позволю. Раньше надо было думать. Я же любишь человек, почему не женился? Милый человек, я рад бы жениться. Вера помешала. Вера у нас разная. Какая к черту Вера? Вера называется. И выходят 33 богатыря. И с ними дядька Черномор, самый главный богатырь. Мама. Ну как там Маша, разрешилась? Не знаю, я не была у нее. А у нас что дальше? Дальше? Дальше было так. Дуня,
Тетька, давай обсудим, что у нас с тобой получается. Неважно, получается. Что было раньше, то ладно уж. Но больше не хочу обмана. Хочу честной жизни. Хочешь, будь с Ахметом. Но потихоньку к нему не бегай. Ведь есть же у тебя совесть, а рассудок есть. Можешь ты себя придержать. Вот послушай, что я предлагаю. Если уж так полюбила, что жить без него нет никакой возможности. Люби. Что тут поделаешь? Но меня при этом не будет. Может, боишься, что бездомный останешься? Не бойся. Ты вот в этом доме как была, так и будешь. Он твой. Дом этот. А ты? Ну, обо мне сейчас разговора нет. Мы с детьми другой дом построим. Ну, уедем куда-нибудь и построим. Детей ему не оставлю. И тебя-то оставляю. Скрипя сердце. Если только сама захочешь. Не пойму. Ты любит, говорит. А сам тебя в жертву попадским басням принес. Да. Ну ладно, дело твое. Вот ты и решай. Скорее. Как решишь, так и будет. А на свидание бегать не позволю. Я за тебя ответственный. Понятно тебе? Вот так она будет сидеть одиноко по вечерам и ждать Ахмета. Дождь будет шуметь по крыше, а Ахмет придет ли, нет ли, неответственный человек. А Евдоким и дети будут далеко, и не нужны им станут ее заботы. Ей стало обидно за них, и ужасно, что они уйдут отсюда из-за Ахмета. А ужаснее всего, что уйдет Евдоким, без которого не было бы ни дома, ни семьи, ничего не было. Невозможно перенести такую несправедливость, чтобы ушел отсюда Евдоким. И вдруг ей подумалось, чего это я плачу, глупая? Ведь Евдоким сказал, решай. Решай, сказал. Как значит, захочу, так и решу. Кому тут быть, а кому не быть. Ладно, чего там? И так хорош. Ничего, товарищ Макеев. Потружусь за вас. А то у вас, как известно, нет этой привычки чистить станок. Чего? Ты чего сказал? Правду сказал. За станком не смотрите, товарищ Макеев. Ты кому замечание делаешь? Кого учишь?
Что думаешь, комсомольский значок нацепил, так ты для командир? Шпана уличная, босяк. Шлюхин выкормыш. Что? Ты что хоть сказал? А ты думаешь, кто она? Она такая есть, гулящая. Ты чего? Чего, дурак? Она с Ахметом гуляла, с Ахметом из поколения лавки. Кого хочешь, спроси. Все равно изувечу. Ни за что не ручаюсь. Видеть его не могу. Она мне мать, ясно вам? Ясно. Яковлева, нет? Нет. Ясно. Но если ты еще раз затеешь драку, узнай Чернышов. Буду ставить вопрос о твоем исключении из комсомола. И я свое добьюсь, ты знаешь. Ладно. Обещаю не трогать. Что Дуня молоко стала продавать? На жизнь не хватает? Как может хватать при такой орае? Почему не хватает? Мы рабочий класс по советской власти обид не видим. Евдокиму на костюм коплю. Старый-то он совсем уж износился. Чиню. А, это Катя. Что ты можешь рассказать? А? Все время. Катя! А ну, забирай свою! Забирай, Катюшка! А ты ну-ка иди сюда! Это ужасти, что люди на себя взвалили. Добро бы свои, а то чужие. Неважно у нас с тобой получается, Катя. Нет, важно. Нет, не важно. Все нас ругают, совсем ты дерешься. А он сам. Что сам? Сейчас А он сам первый. Что? Ну и что первый? А ему как дала. Чего ты ему дала? Ногой. Ногой дала. Ну? Мама, я сама. Подожди-ка, ты же все право уронишь. Мама, я сама. Пожалуйста, передайте Наташе. Андрей, бери хлеб. А, Катерина. Катерина. Наташа! Наталья, ты погляди-ка, что тебе кавалер-то принес. Мне? Кавалер? Да это, наверное, Вовка. Ну что ты, мам, какой же он кавалер? Ой, счастливая ты, Наталья. Мне вот никто никогда цветочек не подарил. Сейчас ему, конечно, рановато жениться. Может, подождать? А он симпатичный. Ну что ты, мам, придумываешь? Он просто товарищ, понимаешь? И больше ничего. Ты, Наталья, чересчур потайная, вот что. Ты чё мне голову дуришь? Ты не ж товарищи букет носит. Извини, мам, мне надо заниматься. И мне об этом неприятно говорить. Извини. Такой хороший молодой человек и такой хороший букет. И имя милое – Вова. А ей даже говорить неприятно. Вы подумайте, чего же ей надо, Наташа? Так и будет веки вечные в книгу смотреть. В эту пору стали с Пролетарской улицы уезжать молодые люди. То один уедет, то другой. Тот на Амур, тот в Челябу, в Кузбасс, на стройки пятилетки. У нас сегодня собрание было. Ну? Записывали на магнитку. Угу. Так вот, я думаю, что если мне туда податься? А у нас тоже собрание было. Да? Угу. Многие девчонки едут. А ты? И я. Как же так? А так? Да нет, как же так, мы сразу оба и уедем. А старики что скажут? Нет, вдвоем нельзя. Надо кому-то оставаться. Разыграем на спичках? Давай.
А я уже записался. Ну, так бы и говорил. А то ходит вокруг да около. Ну, раз я записался, значит, я и поеду. Ну, так я ж тоже записалась. Как же быть? Надо им как-то сказать. Отец партийный, он поймет. А мать, я даже не знаю, как говорить. Чего стоишь? Ребята где? Ну, чего вы там шепчетесь? Уезжать собирается. Да вы хоть не сразу оба уезжайте-то. По очереди. Отец, родные, спасибо за все. И успеха вам и счастья. Наташенька, чтобы у тебя все ладно было. Улетели наши ребята. Выросли и улетели. Законное дело. Скучно будет без них. В воскресенье тут наши рабочие закладывают новый завод. Пойдем, Дунь, поработаем вместе. А что, пойдем. Что делать-то там? Шагающих экскаваторов еще совсем не было. Да и простой экскаватор считался редкостью. Миллионы кубометров земли перевернула лопата. Товарищи! Дорогие товарищи! Сегодня мы здесь закладываем первый котлован! Первый котлован, дай бог, не последний. Да-да. Ну, с Богом!
собрание нынче затянулось? Судили одного. Из заводского материала утварь делал. Продал свой карман. А кто ж судил? Мы судили собрание. Собрание. Ты на кровать-то, не осмотревшись, не ложись. Не ровен час придаешь дитя. Какое дитя? Вот мальчика Бог послал. Это чей же? Стал быть, наш. Подкинули, что ли? Подкинули. Александром звать. Откуда знаешь-то? Записка была вложена. Хорошее имя, Александр. Хорошее. Можно звать Шура, а можно Саня, а можно Саша. Как понравится. Вот те раз. А где же я-то лягу, а? А ты ложись вот к стенке, а я с ним с краешку лягу. Еще задаешь и ночью-то. Придется завтра люльку ему сработать. Тут кости у него молодые, мягкие. Шли годы. У Евдокии в семье все ладно было. Рос Сашенька, сынок. Не хочу сердце. крема. От Натальи и Андрея приходили письма. Наталья осталась в Магнитогорске. Замуж там вышла. А Андрей пошел служить в Красную армию. Подайте ради Христа. Ну, садись, поешь. Молодая, здоровая, чего не работаешь? А ты тоже не работаешь. Я дом держу. Вот варю, стираю, шью, детей воспитываю. А не твои дети-то? Ну что ж ты не мои? Приемыши. Кто-то родил, и тебя мамой зовут. А какая твоя заслуга? Ты за них мучений не принимала. Пирогом глотку затыкаешь. Аж разумная какая. 100 рублей давай. Да еще возьму, нет ли, там видно будет. Да за что это тебе 100 рублей-то? Ну, она безвинная какая, гляди на нее. Подавай 200 рублей. А не то отдай сына, слышь? Да ты ж его подкинула. Бросила. Не ври. Ты его украла. На суде покажу. У меня вот метрика есть. И свидетели приведу, что мой. Ты чужими детьми пользуешь, чтоб не работать, возле печи сидеть. Но наш пролетарский суд, он правду видит. Он тебе паразитку на чистую воду выведет. 200 рублей. И то чересчур дешево за 5 лет. Ну ладно уж. Так и быть. Давай 200. Нет у меня 200. Есть не знаю сколько, посмотрю. Катя, побудь здесь, не уходи.
170 рублей. Ничего, остальные в получку отдашь. Когда у вас получка-то? 15 числа. Ну-ка, садись. Пиши расписку. Катя, дай чернила. Пиши, что ты от него отказываешься, что ты ему не мать, а ехидна. Принимай жена получку. Это я. Сегодня 15-е, я за алиментами. Ты что, должок забыл? Ни копейки не дам. Как это так? А вот так. Эти деньги мой муж своим трудом зарабатывает. На эти деньги дети наши кормятся. Ни копейки тебе, пьяница, не дам. Так вот ты что? Вот ты как. Ох, пожалеешь, миленькая. Ох, пожалеешь. Ох, вспомнишь, Аннушка, пидор. Пожалеешь, миленькая. Стой! Никого и ничего. Ничего, Евдоким, ты не беспокойся. Ну, я вам покажу. Украли единственного ребенка, дорогой товарищ судья. Эти вот двое, муж и жена Чернышовы. А жена иждивенка нигде не работает, и собственный дом у них. Украли и пользуются, а я ни при чем. Хотите, значит, сами воспитывать вашего ребенка? Ну, раз такое дело, что я ни при чем, то я не желаю, чтобы они воспитывали. Я законная мать, собственноручно его родила, а лучше родной матери никто не воспитает. А потому прошу, дорогой товарищ судья, поддержать меня как женщину трудящую, пролетарку истинную, против этих домовладельцев. Где работаете? По сбору тельцаря. А как ваша фамилия? Шкапидар. Шкапидар. Да не может быть такой фамилии. Скипидар. Ну, садитесь. При каких обстоятельствах к вам попал ребенок? Подкинули. И вот она, супруга моя, Евдокия Ивановна, мальчика вырастила. Ну, все старалась сделать, что полагается. Выкормила из рожка и лечила от болезней. И смотрела, чтобы не баловался. Не отпускала от себя, одним словом. А вы что скажете? Я его не украла. Я его на крыльце на снежку нашла. У меня расписка есть. Вот. Отказываюсь я ему ехидно. Какая-то ерунда. У вас вопросы есть? Ну, а где ребенок-то? Он тут. Я его привела, в коридоре бегает. Я позову. Минуточку. Я сам приду. Как твоя фамилия? Чернышов. А зовут? Саша. А отчество знаешь? Знаю. Александр Евдокимович. Ну, как, Александр Евдокимович, тебе живется? Хорошо или плохо? Спасибо, хорошо. А где твоя мама?
А знаешь, Александр Евдокимович, у тебя ведь не одна мама. У тебя есть еще и другая мама. Неправда. Да вот она. Шурик, Шурик, моя деточка. Разлучили нас, злодей. Не узнает мой сыночек свою родную мамочку. А что, Александр, если тебе перейти жить к другой маме? Ну, пожил у одной, поживи у другой, а? Шурик, Шурик, поди ко мне, моя деточка. Шурик. Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Они были счастливы. Каждый приписывал успех себе. Евдоким думал, что это его показание убедило судью. Евдокия думала, какая она ловкая, что догадалась взять с собой Сашу. А Саша думал, что судья соврал. Не могла та мордастая женщина с красным носом быть его матерью. Саша не мог понять одного, для чего судье понадобилось врать. Впрочем, он скоро перестал думать об этом и стал придумывать, чтобы такое сказать матери, чтобы она сообразила, что следует купить им с Катькой мороженое. Так вот простыми своими радостями, горестями, волнениями жила Евдокия. Жила, поживала. Павел 2 года как уехал. Снарядили его в далекий город Ленинград, в Академию художеств, учиться на художника. Катя тоже выросла. Ей исполнилось 18 лет. Она работала телефонисткой на том же заводе, что и отец. Ты выдающийся успех имеешь, Катя. Во всем заводоуправлении. Самый выдающийся. Что успех? Я хочу чувства, настоящего и большого. Чтобы меня кто-нибудь полюбил. Глубоко и страстно. Чтоб по ночам не спал, и ревновал, и руки целовал. Золотыми именными часами премируются Чернышов Евдоким Николаевич и Шестеркин Иван Егорович. Настя! Что? Настя, узнай, с кем это я сейчас танцевала. Ну, знаю. Сейчас.
Колесов. Дмитрий Колесов. Божественное имя. Чистая музыка. Дмитрий Колесов. Только вслушайтесь. Дмитрий Колесов. Ты иди, пап, я догоню. Слушай, о чем там вчера говорили, да? Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Пойдете? Так это же еще через неделю. Приходите, я вас очень прошу. Потанцуем. Они увиделись раньше, ровно через 3 дня, но поговорить им так и не удалось. Куда тебя ветер понес? Ведь дома-то Павел вернулся. Катя, вот я здесь оставляю кое-что. Очень прошу тебя сохранить. Что это? Как же я сохраню все это, Паша? Я ведь тоже иду. Ой. Мама, родная, никогда... Это я. Фрезерный. Скажи там Чернышовой, пусть выйдет. Сын пришел. Письма есть? От Кати. Жива-здорова. Разведку ходила. Катя писала, Андрей писал, а от Павла давно уж ничего не было. Павел, наверное, воюет где-нибудь. Откуда и письма-то не ходят. Это знаешь?
бывает сплошь и рядом. Че наварил-то? Картошки наварил, в чугуне каша гороховая. Тут рубашка отцу ты велела. Карточки отоварил? Отоварил. За электричество заплатил. Ну иди. Мы с отцом в субботу придем. Иди, деточка. Идите поспите. Евдоким. Письмо от Кати. Алёша. Господи, да что ж это делается-то? Глядишь, так и нашего Сашу скоро возьмут. Когда ж кончится эта проклятая война? Рече Господь своим учеником, ныне прославися Сын Человеческий, и Бог прославится о нем. Аще Бог прославится о нем, и Бог прославит его в себе, и аби прославит его. Молилась о детях своих, всем им просила жизни. Все имена перечисляла, но отчаяннее всего молилась о Павле. Ведь сколько месяцев невесточки. И хотя уже сомнение занозило ей сердце, да есть ли Бог действительно? Может, прав Евдоким, правы дети, нету Бога. Если Он есть, премудрый, милосердный, то как же Он допускает, чтобы столько погибло людей? Чтобы столько крови и горя было на свете? Хотя уже запали ей в голову эти мысли, тем ожесточеннее молилась, будто условие ставил: спаси Павла, сохрани Павла, тогда уверюсь, что ты есть. А битва все крепчала. Похоронные? Похоронные в Чернышово. Через военкомат? Почтой. Дуня, ты поплачь лучше. Ну, поплачь, а? О, Господи! Дуня, поплачь, ну. Ничего, ничего, обойдется. В церковь сходим, и полегшает. Чего я там не видела в церкви-то? Панихидку отслужим, и легче станет. Кому легче? Брехня все это. И пришла победа. Пришел мир. Чьи ворота свернет солдат? Свернул в чьи-то счастливые ворота. Скоро и наши вернутся. Катя поди рвется домой, во сне нас видит. Может, и Андрюша залетит погостить. Скорее бы уж приезжали, чтобы ты, Наташенька, могла их поглядеть. Наталья, взяв отпуск, приехала повидаться с родителями и показать им дочку. Интересно, какая она стала, Катя.
километров до отчего дома. Саш? Ага. Здравствуйте. Здравствуй. Большой ты вырос. Вы тоже. То есть ты. Мать на работе? Она сейчас придет. Ваша комната убрана. То есть твоя. Мы думали, вы телеграмму дадите. Но это уж нет. Катя, приехала. Приехала. Доченька. Мама, это тетя Катя? Катюша, родная. Наташенька. Слава Богу. Наташа, дай соль. Ты, главное, Катя, ешь. Домашнюю поди 4 года не пробовала. Да нет, чё ж. Случалось и домашнее. Ну вот что. Лен. Давайте выпьем за то, чтобы войны больше не было. Сколько мы не прожили. Ну, дочка, что собираешься делать дальше? Работать пойду. Опять по связи? Телефонистку? Пойду, куда партия пошлет. Партию уже. Вступила. Под Новенбург. Там почти что весь наш батальон полег. Уж как мне хочется, чтобы ты свою личную жизнь устроила. Не вышло, мало ли что. Еще выйдет, ты молоденькая. Мам. Нравится тебе? Ничего, интересный. Видный очень. Подлец первой марки. А вот этот? Да я уж и не знаю, что сказать. С лица будь-то ничего, а как там? Лучше не бывает. Только убили его в Берлине. Ой. Не спишь, Катя? Нет еще. Я к тебе на минутку. Заходи.
Вот ты какая стала, Катя. Не нравлюсь? Да нет. Просто я тебя запомнила совсем еще девочка. Чуть побольше моя Ленка. Не ты одна росла, дорогая. Другие тоже. Ну что ж будешь дальше делать? Учиться не думаешь? Конечно, тебе сейчас везде тесновато покажется. А где твой муж? В Германии. В командировке. Он у меня большой специалист. А он воевал? Твой большой специалист. Не ты одна воевала. Другие тоже. Вот что, Катя. Я завтра уезжаю. Ты тут маму не обижай. Это ты насчет картинки, что ли? Слушай, ведь это же гадость и дикость. Ну как на это смотреть? Ты что, думаешь, мне эта картинка нравится, что ли? Или Паше покойному нравилась? Молчали же мы. А зачем молчали? Надо быть терпимой. А с какой стати терпеть? Чего ради? А чтобы матери ненужную боль не причинять, вот чего ради. Да мать умнее тебя, она даже и внимания не обратила. Не понимаешь ты ее. Все обратили внимание, только молчат, чтобы не портить радостный день. Терпит, значит. Не будем раздражаться. А ты чему меня учишь? Так ведь знаешь, до чего угодно домолчаться можно, если эту вашу молчанку в принцип возводить. Нет, миленькая, я того, что мне противно, терпеть не стану. Нет. Катя уехала от родных, жила в другом городе. Она кончила курс партийных работников, работала инструктором райкома. Вам далеко, гражданочка? На молочный завод. Садитесь, подвезу. Спасибо. Мне просто повезло. Эй, товарищ, до молочного завода подвезешь? До полпути подвезу, до Демушкина. Ну, давай хоть до Демушкина. Счастливо оставаться, товарищ шофер. Бывайте. Всегда в дороге, всегда в пути. Прошло несколько лет. Чернышовы из писем знали, что Катя заочно окончила промышленно-экономический институт, поступила в аспирантуру. Из райкома взяли ее работать в областной комитет партии. Евдокия часто думала о Кате. Из всех детей больше всего о ней беспокоилась. Хотела хоть представить себе, как живет Катя, и не могла. Однажды... Побеспокою вас, это мое место. Почему это ваше место? А вот ордер номер 19. Вот, понимаете, у меня тоже 19 номер. Не знаю, не знаю. Уступите мне, пожалуйста, мое место. Я занимаю свое место. В чем дело, граждане? Ну что же, вы выписываете 2 ордера на одну койку. Ну-ка. Пожалуйста. Давайте другую. Другой нет. Я, конечно, извиняюсь, больше ни одной нет. Черт знает что. Ну, помиритесь как-нибудь. Я, конечно, извиняюсь, но можно по очереди. Полночи вы поспите, а полночи вы. Товарищ дежурная. Черт побрал, вот дурацкая история. Слушайте, неужели вы не можете, в конце концов, уступить мне койку без всяких этих разговоров? А почему он должен уступить? Ну, хотя бы потому, что я женщина. Не заметил. Кричите вы здорово, это да. А то, что вы женщина, не разглядел, простите. А ну вас. В самом деле. Пользуйтесь вашими привилегиями. Слабый пол. Нас упрекают в том, что мы не справляемся с жилищным вопросом. Но в сущности только один дом законсервирован.
а остальные будут закончены в срок. Разрешите? Пожалуйста. А почему законсервирован именно тот дом, в котором квартиры должны получить работники научно-исследовательского института? Люди приезжие, наименее устроенные. Видите, товарищ Чернышова, мы считаем своим долгом в первую очередь обеспечивать жилплощадью наши местные кадры. А работники института – это не ваши кадры? Ты когда приехал? С тех пор, как институт переехал из Москвы к вам, это ваши кадры. И вы по справедливости обязаны о них позаботиться. Правильно говорит товарищ Чернышова. Чернышова. Пожалуйста, товарищ Порохин. Я поддерживаю точку зрения товарища Чернышова. Да что ж получается, понимаете? 20-й съезд партии вынес определенное решение. Люди приехали к вам во исполнение этих решений, а вы к ним спиной. Так ничего не получится, кроме отпугивания людей от хорошего дела. Вы? Здравствуйте. Вы, кажется, везде. Но теперь я, кажется, не занимаю ваше место. Теперь нет. А вы куда? Домой? А где ваш дом? Да думаю, что в тех же краях, где и ваш. В обкоме работает, мне рассказывали. А вы? Передаем концерт, Я в Сонархозе. записанный по трансляции из Москвы. Экая сила. И в самом деле музыка способна сделать человека лучше. А по сути, нет ничего важнее, как сделать человека хорошим. Вы знаете, я много хороших людей встречаю. В общем, конечно, много. И все больше становится главное дело. А вот вы, интересно, как чувствуете? Вы стали лучше? А вы? Я? Я стал лучше. Умнее стал. Живу чище. Целеустремленнее, чем жил. Верно говорю. Только жизнь от этого легче не становится. Ну что ж. Да ничего. Просто говорю, что многое в жизни пересматривать приходится. Решать заново. Вот вам простейший случай. Живут муж и жена в любви и согласии. Быт налажен. Заработки у мужа хорошие. По вечерам в театр ходит. Гармоническая семья, так сказать. И вся эта гармония летит прахом. Едва ставится под вопрос столичной квартиры. Ну, короче говоря, когда муж сказал, что уезжает на периферию. Вы не спите? Слушайте, а дети есть? У этих людей, что вы говорили? Девочка 6 лет. Спать давайте. А вы, кажется, довольны своей жизнью? Я? Не знаю, как вам сказать. Жизнь моя хлопотливая. Мотаешься, мотаешься, устаешь, как собака. Иной раз и причесаться толком некогда. Но я бы, конечно, иначе жить не могла. Ну, правильно. А вы, небось, не приучали вашу жену к настоящей жизни? По театрам водили, от трудностей берегли. А детей обижать нельзя.
Ну, спать. Послушайте, это вы все правильно говорите. Но вы сами знаете, что можно ошибаться по мелочам. Можно заблуждаться. Можно даже изменить друг другу. И все это понять. Но нельзя предавать главного. Иначе тогда кто же мы? Вы согласны? Согласна. Ну, спать. Спать. А у вас есть кто-нибудь из близких? Есть. Кто же? Мать, отец. Мама мне интересный человек. Вы знаете, она совсем простая женщина. Она мне собственной матерью не приходится. Я у них приемная. У нас в семье все приемные. Да что вы, это удивительно. Чего ж тут удивительно? Такие люди. Значит, любите их? А как же их не любить? У них, знаете, даже имена одинаковые. Как так? Отец Евдоким, а мать Евдокия. Удивительно. Давайте спать. Давайте. Товарищ, вы спрашивали ручьи? Да-да. Следующей станции ручьи. Благодарю вас. Ну, мне пора собираться. Как? Вы же сказали, что вы домой? Вообще-то домой. Тут еще в ручьях надо сойти. Дела есть. Мой адрес. Да, ваш. Ну? До свидания. А что же Евдокия? Давно мы не заглядывали к ней. Давай, Вот и у нас все аккурат так же. Только у нас ванна справа. Дети съехались на родительское новоселье. Саша, собственно, не приезжал, он с женой жил вместе с родителями. А вот Наталья с мужем и младшей дочерью приехала издалека. Андрюша, открой, пожалуйста. Приехал со своей семьей и Андрей. Нам с вами, пожалуй, уж и не разобраться, где кто. Да разве это так уж важно? Это же сырой мясо. Не вовремя затеялась дом. Смотри, Катя приедет. Так вот, не приехала же. А вдруг приедет еще. Опять неприятность будет. Ну, ничего. Пускай хоть немножко повисит красота. Мама! Саша! Саша! Ты моя хорошая. Мама, приехала все-таки. Андрюшенька, Клавочка, идите. Ну, проходите. Я не одна, мама. Мы с мужем. Новый человек входит в семью. Какой ты человек? Покажись, что за душой у тебя? С чем пришел? Нам тут вместе хорошо. А с тобой хорошо ли будет? Здрасте. Хороший человек. С добром пришел.
Входи, человек. Ты здесь у себя дома. Прошу, прошу. Ну, проходите. Ну да. Тоня, пойдем познакомимся. Вот видите, как раз на пельмени. Смотрите. Да. Катенька, здравствуйте. Здравствуй, родная. Да. Катенька,